Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня буду шить из половой тряпки и джинсовой ткани. Не знаю, возможно, вы тоже сталкивались с тем, что вот стельки, которые продаются, и даже которые в обуви, допустим, в кроссовках, я вот взяла свою старую стельку из кроссовок, что они все такие вот из какой-то вспененной резины, и нога не дышит, потеет, и если их постирать, то вот эта наклеенная ткань, тоже синтетическая, которая сверху, она отлипает, и вообще черти что, короче, а не стельки. И я решила сшить стельки. А в качестве наполнителя у меня будет вот эта половая тряпка, которая из ватины, тоже натуральная ткань. Ноги будут в порядке. И вот вырезаю, обвела стельку, создала шаблон из картона, потому что удобнее так с шаблоном работать, потому что я сначала вырезаю из джинсовой ткани верхнюю часть, после того, как вырезала из джинсовой ткани, вот посмотрите, у меня получилось 2 следочка, вырезаю из нижней ткани, это у меня тоже вот по качеству, как джинса, это я в секонд-хенде купила штаны и сразу их порезала на кусочки, вот совершенно джинсовая, но при этом какая-то клеточка, ну, может быть, такие джинсы. Вот, вырезаю из этой ткани для нижней части своих стелек. И вот из ватины, из половой тряпки делаю заготовочку для того, чтобы был наполнитель, чтобы стельки были поплотнее. Получается, шаблон нужен 3 раза, а если я не одни стельки, не одну пару стелек буду делать, то, естественно, понадобится и больше. И в любом случае, вот смотрите, из ватины уже вырезала и складываю сэндвич. На меня, кстати, ругались в комментариях зрители, что я слово сэндвич употребляю, и говорили, что надо употреблять русское слово. Попросила предложить мне вариант русского слова. Но даже бутерброд, во-первых, он из 2 слоев всего обычно состоит, во-вторых, оно немецкое слово, бутерброд. Ну, нет у нас в русском языке такого слова, которое подойдет вот для того, чтобы обозначить вот это вот одним словом сэндвич. Ну вот, в результате я складываю. Лишнее там где-то у меня ватин вылезает, так я его обрезала. Кстати, шаблончики можно подписать, чтобы знать, где чей шаблон. Я вот пишу себе название своего канала, но я и так знаю, что это мой. Вот, я еще сделала один, у меня у младшего сына и у мужа одинаковый размер ноги. Для них один шаблон на двоих. И вот на своем сэндвиче, который для моей стельки, рисую рисунок, по которому я буду стегать. Нарисовала вот такие сердечки. Можно какие угодно делать вот рисунки, как вам нравится. Можно хоть просто в клеточку простегать. Лишь бы это была заготовка вся простегана, чтобы она, во-первых, станет от этого плотнее, слои эти не будут относительно друг друга двигаться. И вот на машинке просто с прямой строчкой, с обычной лапкой я стегаю эти сердечки. На самом деле, если вам удобнее, если вы уже освоили лапку для свободно ходовой стежки, то можно делать это и такой лапкой, свободно ходовой стежкой. Гораздо быстрее получается. Я кучу времени потратила, чтобы продернуть наизнанку нитки, вот в предыдущей стельке, чтобы завязать узелочки, каждый раз снимала с машинки это все. А вот свободно ходовой стежкой как пошла, и буквально за несколько минут, там 3-4 минуты и закончила. Стежка получается более плотная, и сама стелька тоже более плотная получается, такая пожестче. Можно контрастные нитки выбрать, но я вот выбрала, у меня как стояла белая, так я и продолжила белой. Потом только подумала, что можно было контрастные использовать нитки. Вот у меня 2 пары стелек простегано. И теперь мне надо окантовочку для них сделать. Для того, чтобы окантовку сделать, это у меня штапель. И кусок уже треугольный. И вот здесь видна была кромка. И я прям вот под углом 45 градусов к переплетениям нити, вот эта утокая основа, под 45 градусов отметила 5 сантиметров. И отрезаю ленту, которая будет моей косой бейкой. Я пробовала перед тем, как снимать, я сделала мужские стельки, сделала 4 сантиметра, но маловато. Вот 5 сантиметров или 4,5 лучше подойдет.
как я делаю косую бейку. Вот вы обратите внимание, поставила 2 иголки, воткнула так, чтобы можно было под них подсунуть, загладила так, чтобы середину определить у своей полоски. После этого от середины каждый край загладила пополам, чтобы получилось ровненько. И вот так просовываю под иголочки свою косую бейку и заглаживаю утюгом в середине между иголками. Если подтягивать правый край, тянуть, а левый немножечко придерживать, то они сами прямо вот так складываются, как нужно, в необходимом размере. И не надо ничего уже подстраивать. Вот. И вот так вот я делаю любой длины косую бейку можно сделать. И теперь мне надо пришить ее. Кант сделать. Я откладываю вот кусочек, немножечко оставляю вот этот вот, не пришиваю. Начинаю пришивать немножечко дальше, чтобы потом не соединить можно было эту косую бейку между собой, так, чтобы у меня шов этот был незаметный, не мешался. Концы складываю так, чтобы получился нахлест. И так как у меня ширина моей бейки 5 сантиметров, то вот нахлест этот у меня будет 5 сантиметров. Обрезаю, и теперь мне надо их сложить лицом к лицу и прострочить наискосок под углом 45 градусов. Я тут разгладить решила, потому что неудобно сложенные, заглаженные складывать. Вот так лицом к лицу складываю. И вот так вот по вот этой линии наискосок, сейчас я покажу вам. Мне неудобно, потому что стелька тянет, маленькая же она. И концы эти, вот я вот точки отмечу, чтобы вам показать. Вот так вот наискосок от одного угла к другому. И теперь по этой линии буду прошивать. Но так как прошивать неудобно, если все не сколото, то скалываю булавками. Они теперь мне будут держать мое поле деятельности. Все прострочила, иголки снимаю, обрезаю с таким достаточно большим припуском. Припуск разглаживаю для того, чтобы мне не было в этом месте утолщения. И все, видите, мне осталось только прострочить. Одна сторона косой бейки пришита. Теперь отворачиваю ее на изнаночную сторону. И так как у меня уже загнуто, там все заглажено, также пришиваю. В результате получились очень симпатичные стельки. Если вы такие себе сделаете, то минимум 2 раза в день вы будете радоваться, потому что когда вы будете обуваться и когда вы будете разуваться, вы будете вспоминать, какая вы молодец. Кроме того, они полностью натуральные ткани, натуральный наполнитель, и у вас ноги будут здоровыми, и вам будет комфортно в них. Мне, если честно, очень нравится. И здесь куча вариантов для творчества. Если вам надоело делать прихватки, делайте стельки. Их можно дарить и женщинам, и мужчинам. И вроде бы ерунда такая, но настолько приятная мелочь получается. На самом деле просто вообще мне очень нравится эта идея. Натуральные, дышащие, недорогие. Стирать можно хоть каждый день. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.